Ну и ну. Неужели я всю ночь провисел на дереве без сознания? О, и ты тоже. Ты не поверишь, что мне сейчас приснилось. Там был такой розовый монстр, от него шел странный запах какого-то металла. А потом мы все вместе летели на самолетах, и мы с тобой нечаянно врезались в кого-то. А дальше я не помню. К твоему удивлению, Замазик, это был не сон. Да неужто? Да. Ну и занесло нас, конечно. Долго же нам придется топать. Эй! Алло, куда это ты там собрался? О, что случилось, Брелок? Ты совсем уже с колпака слетел, тварина! Тебе кто руки вообще развязал, а? Ты что себе позволяешь, гад? Ась? Дурачка решил включить? Сначала он у нас с бутылочем помощи просит, а потом, значит, ищет наглости врезаться в наш самолет? Но это ведь произошло не по... Заткнись к фигам! Не хочу и слышать твоих грязных оправданий! Ты нахал! Больше ничего у меня не проси! Усек? Брелочек, пойдем-ка отойдем. Там... успокоимся. О, прости за это. У нее иногда бывают срывы. Ничего страшного. Я заметил. Так, ребят, думаю, сейчас лучше подумать о том, как нам вернуться на нашу поляну. О, давайте позовем Нонсенсу. Нонсенсу! Нонсенсу! Чё? Привет, Нонсенсу! Можешь, пожалуйста, доставить нас обратно к поляне? Как два пальца. Ну уж нет! Не нужна мне таких, как вы, помощь! Сама дойду! Что ты творишь? Отпусти меня, гнида! А, это ты? Нет, не отпускать не надо. Ну и хрень. Нас с тобой выставили каким-то посмешищем. О, да не переживай ты так, Кнайфи. Найф. Кнайф, я уверена, если в этот раз нам не повезло, то в следующий раз удача приземлится прямо к нам в руки. Да ну к черту такую удачу. Упс, прошу прощения. О, Кнайфик! Как прошел... полет? Отвратительно. Настолько отвратительно, что никак. Ох, и не говори. Скажу по секрету, мне кажется, что что-то тут нечисто. Стоило Замазычу потянуть за руль, как он тут же оторвался. Я считаю, что это вина Краткого. Интересное мнение. Однако, я слышу куда больше, чем ты думаешь. Боже, храни резину. А где же остальные? Эй, ребят! Вы где? Курасан! Чашечка! Пикчер! Клим! Ни слова больше. Тебе определенно нужна небольшая коррекция голоса. Ну-ка, открой-ка свое ротовое вместилище. Я больно. Мне страшновато. Ох-хо-хо, не волнуйся. Конечно же, больно не будет. А больно будет. Всего лишь подрежем одну голосовую связочку, и ты будешь таким, каким требуешься. Что с ним? Что ты с ним сделал? Это испытательный процесс. Как же больно. Это мой новый голос? Он самый. Ой, кстати, Краткий, ты не знаешь, где остальные наши друзья? Я что-то не могу найти их. Они сдохли. Чего? Они сдохли. Умерли, погибли, скончались, отбросили лапки, почили, испустили дух, упокоились, окочурились, отдали концы. Могу повторить. Неужели это действительно так? Но ведь
Но ведь хорошие объекты не должны умирать. Это несправедливо. Поверить не могу, что я лишилась половины своих друзей из-за какого-то тупого испытания. Пускай некоторые из них мне не очень нравились, но они точно не заслужили такого. Мне лично пофиг. К счастью для вас, я могу себе позволить это. Ребята! Вы не поверите! Краткий сказал, что вы умерли, но потом он всех оживил. И теперь вы все живы. Так это была смерть? Я будто впала в кому из своих кошмаров. Если нас можно оживлять, значит наша жизнь не имеет цены? Наша жизнь не имеет цены. Сока, я не могу поверить, что он сделал это. Этот злой Курасан никогда мне не нравился, но я даже не знала, что он готов пойти на убийство ради победы. Ему должно быть стыдно. Пойдем отсюда. Все тело как горело. Я помню свои последние секунды. А тебя я попрошу остаться. Ну что ж, пора узнать голоса. Всего было набрано 21 371 голос. Из них 6080 набрала похвальная ода. Я даже не сомневался. Ну кому нужны эти бумажки с пустыми словами? На втором месте, как ни странно, печенька. Она набрала 7268 голосов. Видимо, зрители как-то предсказали, что ты не любишь печенье. Ага. Стоп, откуда ты это знаешь? Пикчер, ты получаешь апельсин. Он набрал 8023 голоса. Так, а этот мусор нам не нужен. Ух, надеюсь, я выживу. Вкусно. Ага. Так, ага. Да. Привет, Бутылыч. Да, привет. Можешь, пожалуйста, оценить мое полотно? Я постарался учесть все твои прошлые советы. Ого. Ну, что думаешь? Тебе нравится? Пикчер, Ась? можно тебя на пару слов? Что такое, Клевик? Пикчер, ты меня обижаешь. Ты первым показал тут рисунок не мне, а ему. Но, Клеви, Бутылыч просто разбирается в этом, вот я и решил... Так друзья не делают. Разве для этого мы дружим? Ты правда готов променять меня, своего самого близкого объекта, на какую-то бутылку? Извини меня, пожалуйста. Ты должен всегда первым спрашивать у меня. Хорошо? Хорошо. И да, этого разговора не было. Этого разговора не было. Сейчас самое время начинать второе испытание. Итак, здравия желаю, уважаемые в скобочках нет товарищи объекты. Были подведены итоги первого испытания, поэтому пора начинать второе. Дабы ознакомиться с условиями испытания, прошу всех пройти ко мне, то есть к скамье в Окололесье. Жду явку в течение 1 минуты. Можешь повторить? Я не расслышала. Да, неэффективный метод созыва.
Так, надеюсь, меня все слушают. Перед вами металлоприемник. Он считывает любые виды металлов, а также автоматически устанавливает личность вкладчика. Задачей каждого из вас является вложить в этот прибор 5 металлических предметов, при условии, что они поместятся в приемник. На табеле можно увидеть ваш прогресс. Последний участник, не набравший 5 очков, проиграет. Но где мы возьмем металл? Ах, да, думаю, стоит добавить элемент удачи. Так, секундочку. Познакомьтесь с моей книгой Гишики. В ней находится 13 палочек, но только у 3 из них леденец на конце. Вынимайте палочки по очереди, и кому достанется леденец, тот получит от меня 5 белых монеток. О, Клеви, видимо, нам с тобой повезло. Поздравляю, Сока. Раз, два, три, начали! Кнайфушенька-душенька, не помочь ли тебе с испытанием, мой фиолетовенький? Без стекла справлюсь. Желание Кнайфа для меня закон! Ух, древесина, древесина, что бы я без тебя делала? Ну что, друзья, как будем действовать? Любой металл, говорить? Попробовать, думаю, нужно. Идемте. Сейчас я вам кое-что покажу. Я победил! Да, Клеви, мы победили. Можем пойти отдыхать. Да, Сока, ты можешь не волноваться, ведь у тебя уже есть монеты. А мне надо подумать, где же я их раздобуду. Пойду осмотрюсь. Никуда не уходи. Брелочек, что-то не так? Да чтоб я облезла! Как что-то вообще может быть так? Где мы вообще можем найти металлические монеты посреди окололесья? Ну-ну, я уверен, мы что-нибудь придумаем. Нужно только... попытаться держать себя в руках. Ты прав. Прошу любить и жаловать. Моя маршрутка. Ну и махина! Было бы круто кого-нибудь на ней сбить. Куря, думать о таком плохо. Да, извини, дорогая. Наверняка в ней завалялось чего-нибудь, что нам пригодится. Где-то я уже видела эту отвертку. Она липкая и пахнет цветочным соком. Дай-ка сюда, она точно не подойдет. Ой, а что в этой коробке? Ах, да! Помню, раньше коллекционировал крышечки с надписью «Крапива», которые находил на земле. Всего набрал 26 штук. Побежали побеждать! Может, мне каким-нибудь образом взломать табель? Тогда Краткий засчитает это как победу. Мне страшно, Брелочек. Харе распускать плакиш, игройшевый! Я все проверну, и мы победим! Ясно? Эх, ясно. Экс, нам только открыть эту панель. И... Чтоб тебя на металлолом разобрали, чертова ты машина! Я разгрызу каждый твой провод, а затем... Посмотри. Вау, и правда сработало. О, Эврика, черт бы ее побрал! Ха-ха-ха! Победа все это время была у меня на кончике хвоста! Можно? Конечно. Ну и неугомонная же эта мохнатая. Да, мы с ней поссорились недавно. Хотя в этом даже не было нашей со Стёркой вины. А теперь пойдем отсюда с гордо поднятым лицом. Я сказала, с гордо поднятым. Здравствуйте, зрители НМТ. На данный момент вы смотрите ребут второй серии моего проекта. Для чего же первые 2 эпизода были переделаны, спросите вы? Главная цель — это изменение некоторых событий, происходящих в них. Это было необходимо сделать как можно быстрее, во избежание недосказанности и логических противоречий с последующими эпизодами.
Также был немного сглажен разрыв в качестве рисовки, но следующие несколько эпизодов будут выглядеть хуже. Предупреждаю, чтобы вы не пугались. Возвращаемся к испытанию. Может, зря я отказался от помощи? Да не, бред. Может, отжать Усоки? Получи, гаденыш. Не надо, тётя. Нет, жизнь мне важнее. А что если подделать деньги? Мои каменные червонцы не вызывают подозрения. Хорошая попытка, плоскоголовый умник, но... Тебя заметили. Плюс, даже если бы не заметили, табель бы это не засчитал. Плюс, твои каменные червонцы вызывают подозрения. Плюс, ты тупой в прямом смысле этого слова. Плюс, готовься к дыре в своем лице. Ну уж нет, это еще хуже. Чего? Почему он такой мягкий? Это что, бумага и клей? Это меняет все дело. Ну и посмотрите на табель. Видимо, Сока проиграла. Ого, Кнайфик! Ты в прямом смысле этого слова поработал головой. Я даже не знала, что кому-то придет на ум. Привет, ребята! Я тут Ну ты у меня получишь. И второе испытание подошло к логическому завершению. Соке крупно не повезло в этот раз. Оставили ее в шоу или же исключили, вы узнаете в следующем эпизоде. Увидимся! Ну, раз уж никто не запрещал,